Добрый день, уважаемые огородники! В сегодняшнем видео я вам поэтапно расскажу, как я буду садить сегодня перец. Но предварительное мероприятие, конечно же, с семенами перца я должна буду сделать в обязательном порядке. Итак, я недавно вас знакомила с семенами, которые я собираюсь посеять. Это перец сладкий F1. Русский размер, банановый десерт, это оранжевый красавец, аэлитовский сорт большой куш, затем боярин и сладкий перец гурман. Итого у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 перцев, которые необходимо будет сегодня посеять. Но для того, чтобы нам начинать эту процедуру, предварительно мы должны сделать следующее. Вот для того, чтобы обеззаразить семена, я подготовила вот такой вот раствор марганцовки. Он такой средне-малинового цвета, слабенький. И в этот раствор я буду опускать перец приблизительно где-то на минут 30, не более. После этого вот в эту баночку с водой налила здесь 100 граммов, взяла пошире, чтобы потом мне было удобно доставать. И вот в такой пробирочке у меня находится раствор Эпина, экологически безопасный стимулятор роста и развития растений. Значит, он ускоряет прорастание семян, поэтому всего лишь 2 капли требуется на 100 мл воды. Сейчас я буду производить все эти процедуры, ну а затем уже начнем с вами посев. Итак, перец я взяла русский размер, перец сладкий F1, вбросила марганцовку в слабый раствор, значит, вот так вот размешиваем немножечко. Я вам покажу на примере одного перца. Вот. И засекаем время в течение 30 минут. Он должен будет вот так вот постоять в этом растворе. Итак, перец уже постоял в течение получаса в марганцовке. Сейчас мне нужно произвести следующую процедуру. Значит, для того, чтобы в экологически безопасный стимулятор роста вбросить данные семена, нужно 2 капельки раствора, вот они, добавить 100 граммов воды. Добавляем сюда, перемешиваем хорошенечко. Затем вот эти семена извлекаем из марганцовки и добавляем в раствор Эпина. Итак, уважаемые огородники, семена мы обеззаразили в марганцовке. Мы произвели, так сказать, обработку семян в растворе Эпина, 2 капельки Эпина на 100 мл воды. Ну и сейчас что нам еще понадобится? Ну, непосредственно семена. Непосредственно понадобится нам вот такая емкость, в которой я проделала дырочки в крышечке, для того, чтобы воздух хорошо проходил. Емкость где-то глубиной около 6 сантиметров. То есть достаточно будет почвы для того, чтобы хорошо семена проросли. Кроме того, я подготовила вот такие вот шпажки, для того, чтобы нам не ошибиться после того, как мы посеем семена, чтобы не ошибиться, где какие семена у нас растут. Значит, нанизываю вот на отрезанный кусочек из-под пакетика, вот таким образом. Здесь мы можем закрепить скотчем, и когда семена у нас будут посеяны, вот такую шпажечку мы втыкиваем в землю и уже знаем, что это семена, допустим, перец сладкий, русский размер. Готовим дальше.
Итак, я насыпала в эту емкость почвогрунт. До самых краев не насыпаем, потому что нам нужно будет место, когда растения начнут прорастать, и чтобы при накрывании им хватило места. Значит, после этого проливаем хорошенечко почвогрунт. Он у нас влажный, но все равно для того, чтобы земля немножечко осела, необходимо пролить. Причем проливаю хорошо такой горячей водой, где-то приблизительно градусов 60. Ну и затем, когда вода впитается, начнем вот такой шпажечкой. Я начинаю делать бороздки вот таким вот образом. И будем начинать сеять перец на рассаду. Бороздки не очень глубокие, приблизительно глубиной до 1,5 сантиметров, не более. Заглублять нельзя перец. Итак, во влажный грунт я перец посеяла. Вот что у нас получилось. И сейчас нужно просто-напросто присыпать почвогрунтом. Не толстым слоем, как я уже сказала, до 1,5 сантиметров, не более. Легонечко это все делаем. Не утрамбовываю никогда почву сверху, для того, чтобы хорошо проросли семена. Вы знаете, должна сказать, что вот этот почвогрунт, который вот у меня сейчас, вот он в руках, да, он очень хороший, без каких-либо включений. То есть нет тут каких-то, как иногда бывает, купишь и палочки какие-то, и остатки не перегнившего каких-то древесных пород, какие-то корни, большое количество, которые потом прорастают и дают большое количество ненужных сорняков. Поэтому я считаю, что вот этот вот грунт очень хороший. Мне он очень нравится. Ну и затем, когда мы все это присыпали так, чтобы семена у нас не были видны. Я накрываю вот эту крышечку и ставлю в теплое место. На подоконник, можно не на подоконник, если у вас есть специально оборудованное место, на приблизительно где-то через неделю, через 1,5 семена дадут всходы. Конечно же, за ним нужно ухаживать, вовремя поливать, но полив будем осуществлять не при помощи лейки, да, а при помощи опрыскивателя пульверизатора. Ну вот, уважаемые огородники, семена перца все посеяны. Установила вот такие вот таблички здесь для того, чтобы знать, какой перец. А таблички на шпажках буду устанавливать уже после того, когда перец прорастет, и не надо будет его накрывать вот этими этими крышечками. Накрываем аккуратненько, закрепляем. Ну и, конечно же, не забываем ухаживать за ним. Вовремя его опрыскиваем, подливаем водой с марганцовкой, слабым раствором. Как я уже в предыдущем видео говорила, можно марганцовкой поливать через день. А семенам от этого будет только польза. Хорошего вам урожая перца!